Осеннее утро выдалось на удивление солнечным. Лиза торопливо шла по знакомой дороге к автобусной остановке, на ходу проверяя время. До начала рабочего дня оставалось около получаса. Свои 26 она уже третий год работала дизайнером в небольшой студии и очень дорожила этим местом. Листья шуршали под ногами, создавая уютную осеннюю мелодию. На остановке было непривычно пусто, только пара человек ждали свой автобус, уткнувшись в телефоны. Лиза присела на скамейку, доставая проездной, и тут ее взгляд упал на что-то блестящее рядом. Новенький iPhone 13 Pro лежал на скамейке, слегка присыпанный опавшими листьями. «Кто-то очень расстроится», — подумала Лиза, аккуратно беря телефон в руки. Экран был без единой царапины, в дорогом чехле, и явно не дешевая вещь. Первым порывом было нажать кнопку включения, экран загорелся, показывая время и необычный фон. Это была фотография какого-то старого здания с полустертым адресом на стене. Лиза попыталась разблокировать телефон, но, конечно же, требовался пароль. «Надо найти владельца», — решила она, убирая находку в сумку. В этот момент подъехал ее автобус. Всю дорогу до офиса Лиза размышляла, как поступить, сдать в полицию. Оставить объявление. Попробовать найти хозяина самой. Уже в офисе, разбирая утреннюю почту, она снова достала находку. И в этот момент экран ожил, пришло сообщение, отобразившееся поверх экрана блокировки: «Ты нашла мою жизнь. Верни, и я дам тебе больше, чем ты ожидала». Сердце Лизы пропустило удар. Что-то в этом сообщении было неправильным, тревожным. Обычный человек написал бы что-то вроде «Пожалуйста, верните телефон» или «Вознаграждение гарантирую». Но это сообщение звучало как-то зловеще. В течение дня она несколько раз проверяла телефон, но новых сообщений не было. Зато она начала замечать странные вещи вокруг. Выйдя на обед, она словно кожей почувствовала чей-то взгляд. Обернувшись, успела заметить, как кто-то быстро отвернулся на другой стороне улицы. После работы, спускаясь по лестнице, она услышала за спиной шаги, но когда обернулась, никого не было. В метро ей показалось, что тот же человек, которого она видела днем, снова мелькнул в толпе. Вечером пришло новое сообщение: «Ты же понимаешь, что это не просто телефон. Завтра. 15 часов. Адрес ты знаешь». Лиза вспомнила фотографию на экране блокировки. Теперь она была уверена, это не случайная находка, это какая-то игра. Или что-то похуже. Здравый смысл говорил выбросить телефон или отнести в полицию. Но что-то внутри, любопытство. Чувство долга. Требовало разобраться. Всю ночь она плохо спала. Снились какие-то преследователи, темные коридоры, загадочные сообщения. Утром она приняла решение, она пойдет по адресу, но предварительно подготовится. Лиза позвонила своей лучшей подруге Кате: «Слушай, у меня странная ситуация», и рассказала все. Катя предсказуемо назвала ее сумасшедшей, но согласилась помочь, а она будет неподалеку во время встречи и вызовет полицию, если что-то пойдет не так. День тянулся невыносимо медленно. Лиза не могла сосредоточиться на работе, постоянно проверяла время. В 14 часов 30 минут она вышла из офиса и направилась по адресу, который нашла по фотографии. Это действительно оказалось старое заброшенное здание на окраине города. Сердце колотилось, когда она подходила к месту встречи. Здание выглядело точно как на фото, трехэтажное, с облупившейся штукатуркой и заколоченными окнами. Входная дверь была приоткрыта. Лиза глубоко вдохнула и шагнула внутрь. В холле было темно, только через щели в досках на окнах проникали лучи света. Она сделала несколько шагов, и вдруг вспыхнул свет. Сюрприз! Раздалось со всех сторон. В холле стояли ее друзья, коллеги, даже начальник, все с улыбками, шариками и камерами в руках. «С днем рождения!» — закричала Катя, выбегая вперед. Лиза застыла в недоумении, ее день рождения был только через неделю.
«Мы решили устроить тебе досрочный праздник», — объяснил Миша, ее коллега. «И заодно небольшой социальный эксперимент. Мы были уверены, что ты либо сдашь телефон в полицию, либо просто оставишь его где-нибудь, испугавшись проблем. Но ты нас удивила», — продолжила Катя. «Ты не только решила найти владельца, но и проявила такую смелость и ответственность. Мы следили за тобой эти 2 дня. Ты даже не представляешь, как сложно было не рассмеяться, когда ты так забавно оглядывалась». Лиза не знала, плакать ей или смеяться. Облегчение от того, что все оказалось розыгрышем, смешивалось с возмущением от того, что друзья заставили ее так переживать. «А телефон?» — спросила она. «А телефон — твой подарок», — улыбнулся начальник. «Мы скинулись всем офисом. Ты давно говорила, что хочешь новый». В этот момент кто-то открыл шампанское, и началось настоящее веселье. Оказалось, друзья подготовили целую программу, были и конкурсы, и караоке, и даже небольшой концерт от коллег-музыкантов. Позже, когда все сидели за праздничным столом, который каким-то чудом поместился в холле старого здания, Лиза узнала все детали подготовки этого розыгрыша. Оказывается, планировали его больше месяца. Телефон специально настроили так, чтобы сообщения приходили в определенное время. За ней действительно следили по очереди разные друзья, координируя действия через общий чат. «Знаете», — сказала Лиза, поднимая бокал, — «я очень злюсь на вас за все эти переживания. Но это самый необычный и запоминающийся подарок в моей жизни. Спасибо». Этот случай стал любимой историей для рассказов в их компании. Каждый раз, когда кто-то ее пересказывал, добавлялись новые детали и подробности. А Лиза теперь точно знала, иногда стоит довериться интуиции и пойти навстречу приключениям, даже если они кажутся пугающими. В конце концов, самые необычные повороты судьбы могут оказаться самыми приятными сюрпризами. Телефон стал для нее особенной вещью, не просто гаджетом, а напоминанием о том, как важно иметь настоящих друзей, которые готовы устроить целый спектакль только для того, чтобы сделать твою жизнь интереснее и удивительнее. А фотография того самого здания так и осталась на заставке, как память о дне, когда обычное утро превратилось в незабываемое приключение.